Всем привет, это канал Симун, и с вами Лина и Влада. И сегодня мы хотели бы сказать, что этим видео мы ни в коем случае не хотим никого обидеть. Мы просто собрали весь опыт, который мы накопили на наших путешествиях, и хотим рассказать вам о тех стереотипах, которые мы слышали о нас, о русских людях, о людях из России, от иностранцев. Первое и самое очевидное — это то, что все русские любят снег, холод, потому что мы живем только в зиме. Да. Круглый зима. Это один из первых вопросов, которые спрашивают тебя иностранцы, то что у вас всегда холодно, всегда минус 30, всегда лежит снег. Как это? И у нас даже с Линой очень часто были такие случаи, когда мы были в одном классе, было плюс 15, ну простите, за окном в 2 раза теплее, в классе плюс 15, я такой, блин, очень холодно. И все таки типа, вы же русские. Вам не должно быть холодно. В смысле? Мне кажется, это чисто личное. Ну, это странно. Мы тоже люди, и мы тоже мерзнем, и мы У нас тоже бывает тепло. И мы одеваемся очень тепло. И, кстати, я очень часто это замечала в Корее, потому что в Корее люди очень сильно гордятся тем, что у них 4 сезона. У них целых 4 сезона. Зима, весна, осень, лето. И мы такие, у нас тоже да, самое. у нас то же самое. А они такие, ну нет, у вас же всегда зима. И мы такие, ну вообще-то летом у нас плюс 30, иногда плюс 35, даже бывает, редко, но бывает. И они такие, да нет. Come and see. А ничего, что у нас вообще много очень зон климатических. Они такие, что? Климатические зоны? Климатические зоны, часовые пояса, что разное время в каждом городе. Ну, что... В общем, очень много странных таких вопросов, которые людям нужно на самом деле изучать. Очень редко встречаются ребята, кто действительно что-то вообще знает про Россию. Мы заметили, что за границей люди не так сильно изучают географию, как в нашей стране, и поэтому они много вещей не знают. Даже каких-то, казалось бы, очевидных. Еще один стереотип, что Россия — страна хакеров. Возможно, в какой-то степени это правда, но... Наверное, даже да. Это не настолько правда, что насколько все думают, особенно в Америке, что у нас тут каждый второй хакер, айтишник. Может быть, каждый второй не именно с образованием айтишника, но каждый второй знает, как что делать. Потому что в России ты все время все делаешь сам. Ну, возможно, потому что у нас просто очень хороший и дешевый интернет. И это тоже, да. Поэтому у нас Wi-Fi везде, и мы с этим столкнулись, что во всех европейских странах с Wi-Fi проблемы. И когда я говорю о том, что у нас бесплатный Wi-Fi в метро, и там еще где-то в автобусах, то все такие, что... Кстати, про интернет тоже. Многие иностранцы, мы заметили, когда жили в кампусе еще, они слушают музыку там только с YouTube, например. Мы же ее можем скачивать из соцсетей, да. И всякая такая дичь, короче. Мы в этом плане, наверное, более чуть прошаренные. Мы, потому что русские любят халяву. Это все знают. Мы, как евреи, только русские. Халява — наше второе имя. Во всех иностранных американских фильмах встречаются часто русские, которые бандиты, которые все решают силой, и поэтому, многие иностранцы думают, что мы все решаем силой, либо деньгами, потому что у нас много денег, русские, они повсюду, у них везде свой бизнес, они вообще тратят много денег, любят много тусоваться, да, также тоже еще один из стереотипов. Возможно, был какой-то такой период, он был в 90-х, но сейчас это все очень меняется, очень много людей уезжают жить за границу или работать. Но это не потому, что мы хотим захватить мир, просто кому-то по душе какая-то из других стран. И это никак не связано с мафией или силой. Нет. И очень много, на самом деле, мы встречаем людей, которые, когда ты спрашиваешь, типа, как бы, вот если бы к тебе подошел человек, он там на тебя наехал и что-то сделал, и он такой, типа, я бы ему просто сказал, чувак, полегче, и отошел бы. Не все ли? Никто не хочет связываться в драку, да. Никто не хочет проблем. И девочки явно не решают тоже свои дела силой. Да, возможно, кто-то может что-то сказать такое плохое, но на этом все. Мне кажется, как и любой другой человек, и то же самое касается денег. Есть гораздо больше других национальностей, у которых тоже есть стереотип, что они много тратят денег, и они тоже везде и всюду. Поэтому стереотипы — это всего лишь стереотипы, хоть в каждой шутке есть доля правды. Еще один стереотип добавлю к этому, то, что все русские хотят уехать из России. И нас постоянно спрашивали,
Ты допустим, останешься здесь? ты останешься будешь здесь, делать ты после будешь учебы? работать, или когда мы возвращались, даже нас спрашивали, а почему ты не остался там, почему ты не остался там работать, почему ты... И мы такие, ну, мы там прожили, мы Просто там учились, поработали, да. да, мы учились, но мы не видим дальнейшей перспективы в этой стране, потому что она не такая там современная, не такая Экономически развитая, да, и это просто другие люди, у них другой менталитет, мы хотим вернуться домой и жить с нашими близкими, родными, друзьями, почему мы должны уезжать? Это странно. И поэтому это абсолютно стереотип, не все русские хотят уехать жить куда-то. Стереотип о том, что все русские хотят уехать из России, еще очень странен тем, что очень много китайцев, китайцы везде, китайцы во всех странах, их очень много. И никто не говорит, что китайцы хотят уехать из китайцы Китая. хотят уехать из Китая и захватить мир, но это действительно так. Очень много индусов, которые тоже во перекочевали. всех странах, и их действительно много, потому что их много по количеству, по численности. Или иностранцы, даже с которыми мы общались, они думают, что русские девушки хотят выйти замуж за иностранца и уехать жить из России. Только поэтому. If it happens, но это не самая главная цель всех русских девушек, так не случается, и поэтому очень часто про русских девушек есть стереотип, что мы вешаемся на иностранцев, что мы как-то вульгарно одеваемся, да. Мы вас уверяем, что если девушка просто ухоженно выглядит, что если, да, как они говорят, мы одеваемся всегда, как даже когда идем в магазин, мы одеваемся как на вечеринку. Ну да, может кто-то перебарщивает, но мы просто все ухаживаем за собой, выходим в выглаженных вещах на улицу, и это нормально. Просто да, в Европе ты можешь выйти в пижаме в магазин, и окей, в каком-то случае это может тебя и расслаблять, ты и тут это можешь делать. Просто все видят большинство, из-за этого образовывается такой стереотип. Да, мы очень часто видели девушек из других стран, особенно англичанки и испанки, итальянки, которые тоже очень вульгарно одевались постоянно и вешались на всех парней и со всеми тусовались. А мы в это время сидели дома, и это для нас Смотрели было странно, сериальчик. как ты можешь каждый день так много тусить. Поэтому... Хотя, да. наоборот, думаю, что русские очень любят тусоваться. У каждой страны, конечно, как и у России, есть стереотипы о людях, но это не подходит ко всем людям, и это не значит, что каждый человек такой. И все индивидуально. Очень здорово, когда, конечно, каждый может посмеяться над таким стереотипом, но все мы личности, у всех у нас свои интересы, свои мысли, поэтому это никак не относится ко всем людям, вот что мы хотели сказать. Кстати, еще у красивых девушек очень распространенный стереотип, что в России все девушки красивые и вообще все красивые девушки из России. В какой-то мере это действительно так. Но это всего лишь стереотип, хотя я могу сказать, у меня есть предположение, я не помню, кто мне это говорил, но, в общем, я, в принципе, соглашусь с этим предположением, что это пошло из древних времен, из прошлого, когда были крестовые походы, когда сжигали ведьм, и в Европе была очень распространенная идея о том, что красивые девушки обязательно ведьмы, и поэтому в Европе всех красивых девушек сжигали, топили, убивали, считали их ведьмами. В России же такого не было, и в России ведьмами... Наоборот, заточали красивых девушек в башне, чтобы до них не добраться. В России ведьмами считали старушек, травниц, которые живут в лесу там, с егерями, и никто их не трогал, и все их, наоборот, избегали. А красивые девушки просто остались, и таким образом ген красоты дошел до нашего времени. Как в Европе такого гена нет. Этот ген у них передается через мужчин. У нас же, наоборот, во время войны большинство мужчин погибло. Поэтому девушки у нас получаются намного красивее, чем мужчины. Никто не знает, с чем это связано. Ну и, конечно же, существует очень много других национальностей, и у каждого свои вкусы. Поэтому, как есть красивые девушки и мужчины в России, так они есть и в других странах, да. Для я вас думаю, это человек не может секрет. быть красивым, для другого человека нет. И еще один распространенный стереотип о том, что русские люди не френдли, не дружелюбные, не улыбаются, всегда ходят хмурые, грустные. Это не так. Я, наверное, с одной стороны понимаю, откуда это возникает, потому что очень часто даже русские говорят, когда я приезжаю откуда-нибудь из Европы обратно в Россию, все хмурые, никто не может мне там помочь, если я что-то спрошу на улице. Да, все бегают, возможно, в своих мыслях, но это не всегда так, наоборот. Люди, которые
мои друзья иностранцы, твои друзья иностранцы, в общем, с которыми мы общались, и которые именно сближаются с русскими, они говорят, нам нравится общаться с русскими, потому что вы очень добрые, вы очень дружелюбные, гостеприимные. Да, гостеприимные, заботливые. То есть, наоборот, в их культуре, да, может быть, человек и позитивен, но у них нет такого именно сближения, мне кажется, Да. между собой даже. Они даже не отмечают дни рождения, так как бы они не приглашают никого к себе очень часто. У них даже не друзья дарят бывают на день подарки. рождения, не дарят, да, друг другу подарки. Для нас это странно, потому что, ну, мы любим собираться, мы любим дарить подарки, Русская делать широкая какие-то душа. сюрпризы, и поэтому у нас немножко по-другому. Совсем недавно я читала статью, где было сказано, что в китайском есть иероглиф, который обозначает русского человека. Дословно он обозначает слово неожиданно и внезапно, но он также именно значит русский человек. Мы внезапно. Поэтому это, видимо, наверное, тоже какие-то предположения о том, что русские очень неожиданно себя ведут или как-то поступают. Возможно, потому что русские, типа, Никто не может понять внезапно склад очень, ума. очень внезапно нападали на Китай, поэтому внезапные русские. Внезапные, ох уж эти внезапные русские друзья. Я поехал к своим внезапным друзьям. Я считаю, что должно быть больше людей, которые должны стремиться познать мир и куда-то съездить для того, чтобы расширить свой кругозор и вообще что-то понять о других людях, о культуре. И тогда как раз у тебя сломаются эти все стереотипы, ты пообщаешься сам с людьми лично и поймешь, что они все такие. Да, поэтому мы призываем вас общаться с людьми со всех стран, не бояться. Это все стереотипы, это всего лишь стереотипы, поэтому просто общайтесь, дружите, любите всех вокруг, и тогда у вас все будет здорово. Мы надеемся, что это видео вам понравилось, что какие-то стереотипы вы узнали, какие-то, возможно, черты вы узнали в себе или в своих друзьях, знакомых. Но это всего лишь стереотипы, и мы надеемся, что вы это понимаете. Спасибо, что посмотрели это видео. Оставляйте свои комментарии, задавайте вопросы, если они у вас появились. Оставайтесь с нами на этом канале, подписывайтесь и увидимся в следующем видео. Пока!